Привет всем! В сегодняшнем видео я хочу поделиться моими обновками ювелирных украшений. Я совсем недавно была в Украине, в Киеве, и сделала себе сувенир в виде ювелирных украшений. Также я в этом видео покажу вес, стоимость, естественно, сами ювелирные украшения. И также покажу, что вот если даже украинский ювелирный дом продает украшения, то это не всегда значит, что оно сделано именно в Украине. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, и я все покажу и расскажу. Итак, давайте начнем с первой коробочки. Это Киевский ювелирный завод, это очень старый, ну, по дате даже видно, ювелирный дом. И в принципе, я ему доверяю, потому что не раз покупала всякие ювелирные изделия с этого ювелирного дома. И никогда у меня не было с ними проблем. Не ломались там, не гнулись, собачка не отходила. В общем, в принципе, качественные украшения. Упаковка, правда, меня немножко огорчила. Она очень такая некачественная, быстро порвалась. И, ну, немного странно. Если бы даже дарить на подарок, то не очень красиво. Итак, первое ювелирное изделие у нас будет, это колечко, я купила его дочке, цена вот такая вот. В общем, все можно увидеть, 2 грамма. Вот такое вот модное, молодежное, красивое колечко в виде звездочки. Сейчас я сниму это, чтобы не отвлекало. Как по мне, очень качественно сделано. Если честно, мне даже немного напомнила Пандору. Такая как бы реплика. Ну, я считаю, для Украины очень, в принципе, даже стильно. Ну и здесь мы видим, что это сделано украинскими мастерами, ювелирами, потому что пишет, что сделано в Украине. Следующее ювелирное украшение будет тоже с этого же ювелирного дома. Видите, вот коробочка подразумевалась быть такой, но она очень рвется и очень некачественно. Это серьги. Также все можно увидеть. Также они сделаны, да, в Украине. Ну, это вот такие вот сережки. Очень милые, очень красивые. Если честно, их надо одеть, чтобы увидеть полностью, как они красиво выглядят. Когда их не надеваешь, они вообще какие-то безликие и не очень привлекательные. Очень красивые серьги с каким-то вечерним платьем, с распущенными волосами. Очень красиво смотрятся, если честно. Очень привлекают внимание. Мне они очень нравятся. К сожалению, не знаю, не помню уже, сколько они стоили. Очень жаль, что у меня не сохранился чек, но покажу, как есть. Так, следующие будут украшения с Укрзолото. Это ювелирный, тоже старый дом, Укрзолото. Мне положили в одну коробочку пару изделий, поэтому буду показывать по порядку.
Вот тоже все можно увидеть. И вот видите на примере, как Киевский ювелирный завод, который делает сам свои ювелирные украшения, то Укрзолото уже их привозит. И вот можно увидеть страну, откуда они привозят эти украшения. Я в конце покажу полный чек. Можно будет увидеть, какая вещь сколько стоила. Были скидки, я расскажу сейчас нюансы. Ну, такие простенькие сережечки. Тоже очень мило на лето смотрятся. Повседневно. Блестят очень красиво на солнце. Очень хорошая лапка здесь. Прочная. Не гнется, если честно. Не такое мягкое. Не будет вот так гнуться. Очень хорошо сделано, очень качественно. Следующее изделие. Также, к сожалению, я потеряла на него чек. Но уже покажу, как есть. Вот такое вот колечко. Очень оно мне понравилось. Такое прям как диадема у принцесс. Очень миленькая, очень вообще просто нежно. И ты можешь его вот так одеть красиво. Вроде бы одно колечко, но ты крутишь по-разному, и оно как-то так по-разному и выглядит. Действительно, как диадема. Очень хорошее покрытие верхнее у серебра. Я забыла, как оно называется. Вот это, что блестело. Я ношу уже, покупала их где-то в первых числах марта. И вот до сих пор я ношу. Сейчас июнь, практически не снимая. И на море я была, с ним купалась и так далее. Вот блеск кольца, он не тускнеет так быстро, не уходит. Очень хорошо сделано. Мне очень нравится. Ну и, естественно, оно очень красиво блестит. И если кто-то видел мои предыдущие видео, я всегда говорю, что лучше уже купить серебряное украшение. Оно не такое дорогое, чем покупать там, не знаю, белое золото или еще что-то. И оно будет долго радовать. Если вы купите, например, простую бижутерию, она, естественно, быстро облезет и, ну, и камешки подпадают. Я думаю, все знают, о чем я говорю. И лучше уже вложить в серебро и носить, и оно долго будет радовать. Вот такое вот красивое, милое, мимимишное колечко. Следующая коробочка у нас будет, сейчас посмотрим. С сережками. Сережки мне тоже очень понравились. Вообще просто безумно. Просто я в диком восторге была, когда их увидела. Очень они красивые, особенно вечером. Они блестят. Под какой-то наряд тоже вот красивый. Очень безумно красивые серьги. Также само, видите, это не украинские ювелиры делали. Тоже привезено с Гонконга. Вот такие вот просто милейшие, просто обалденные серьги. Как по мне, просто красота. Тоже очень хорошо сделаны. Лапка тоже не гнется. Вот так вот, знаете, бывает очень мягкое серебро, очень легко гнется. Тут очень хорошо сделано. Красиво спаяно, без всяких каких-то таких некрасивых моментов. Очень нежные, очень красивые серьги. Тоже, как я и говорю, очень блестят на солнце красиво. Выглядят достаточно дорого. И последняя коробочка у нас будет. Это тоже две пары серьг. Одни вот такие вот. Мне очень понравились. Необычные. Простые колечки уже как бы всем надоели. Очень просто и так далее.
А это по-своему необычно. И на самом деле очень даже оригинально смотрится на ушах. Они не очень большие. Были еще меньше, такие же самые, чуть меньше диаметра. Мне не понравились, они выглядели немножко для меня странно. Эти же очень мне понравились, чуть больше и очень оригинально. Видите, так же само. Это они украинский производитель, Италия. Ну и вот вес. Вот такие вот сережечки. Тоже уже одевала пару раз, и тоже блеск не уходит так, они быстро не тускнеют. Очень хорошая застежка на самом деле. Они не так, как обычно, один в другую въезжают, а тут вот такая вот застежка. Оно ходит, оно удобно, но достаточно безопасно, так не потеряешь легко. Такая вот милая, необычная, оригинальная пара серьг. Ну и последние сережки у меня были просто простые, самые простые вот серьги. У меня просто были, я недавно одно потеряла, поэтому просто купила замену. Видите, а вот эти серьги уже сделаны в Украине. Есть производитель, ну и вес. Застежка здесь вроде бы как обычная для таких серьг, но на самом деле она не такая простая, потому что я сейчас попробую показать, если у меня получится передать это через камеру. Ты когда вставляешь, там как бы что-то защелкивается или что-то типа такого. Вот легко ты их не откроешь. Вот так она вставляется и потом как-то защелкивается. Вот. В общем, более будет безопасно, как я и говорю. Я купила просто в замену, потому что потеряла одну свою такую старую. Поэтому купила новую пару. Вот. А теперь хочу рассказать по скидкам. Была акция, и все товары, как вы видите, были на скидках. Ты берешь накопительную карту, покупаешь, и тебе дают скидку. Ну, плюс оно накапливается, и потом ты можешь за накопленные вот эти деньги тоже еще что-то у них купить. Так, мы поступили таким образом. Мы купили на один чек украшений. Потом накопительные эти бонусы мы докупили еще одну пару серьг. Вышло очень удобно, и, если честно, даже приятно сэкономить, даже как бы это ни было. Общая сумма с Укрзолота чека у меня вышла около 7000 гривен. Я не знаю, сколько это в евро или в долларах. Тут еще на карте у меня осталось 10 евро. Ой, 10 гривен. Такое. Поэтому, если вам интересно, вы можете посчитать. И вот на каждое украшение была скидка. Вот такие у меня обновки, вот такие у меня покупочки. Если вам интересно, ставьте лайк. Ну а на этом все. До следующих видео.